Если у жены стоят тюльпаны на кухне, значит скоро 8 марта. Если праздник, значит будет вкусный торт. Привет, друзья! С вами Ух ты, кухня! Сегодня мой фаворит на сковороде. Посмотрите, какой красавчик! А какой тяжелый, больше 2 килограммов. И все это на обычной сковороде за какие-то 30-40 минут. Начнем. Сразу в миску просеиваю 240 граммов муки. Сюда же 30 граммов какао-порошка. Добавляю 150 граммов сахара, 10 граммов разрыхлителя. И сюда же хорошую щепотку соли. Венчиком все перемешиваю. В мисочке взбалтываю 2 яйца. Вливаю 130 мл молока и 50 мл растительного масла. Снова перемешиваю. Жидкую часть начинаю вводить в сухую, при этом перемешивая. Поначалу будет казаться, что это ничего не получается, и все же со временем, хозяюшки, все прекрасно получится. Терпение, объединяем, объединяем. Вот такое вот тягучее оно на этом этапе. Вот, все прекрасно размешалось. Чтобы коржи были более пышными, беру 1 чайную ложку соды без горки, сюда пол чайной ложечки уксуса, гашу и в тесто. Снова все хорошо перемешиваю. И последний штрих. Нужен очень крутой кипяток. 100 мл. И сюда. Быстренько, быстренько, быстренько размешиваем. Завариваем тесто. Все. Все готово. Тесто получается как жидкая-жидкая сметана. Можно выпекать. Сковородку на огонь. Диаметр моей 26 сантиметров. Делаю небольшой нагрев и жду около 2-3 минут. Сковородка нагрелась. Хозяюшки, если вы не уверены в своем покрытии, можно просто взять кисточкой и пройтись растительным маслом. Совсем чуть-чуть. Берем большую поварешку. Оп. И распределяю. Коржи не должны быть очень тонкими, иначе они будут рваться, и мы их не сможем перевернуть. Сковородку ставлю на огонь, закрываю крышкой и жду около 10 минут. Давай, давай, давай. Конденсат на крышке рекомендую протирать. Когда поверхность коржа стала матовой, не липнет к рукам, можно переворачивать. Для этого рекомендую пройтись лопаточкой по кругу. Как карамель. Вот я заметила, чем толще корж, тем лучше его выпекать. Все, класс, ставьте лайки, я с этим справилась. Даже если у вас где-то поломался корж при переворачивании, не страшно. Кремом все красиво заделаем и будет сочнее и вкуснее. Снова накрываю крышкой буквально на 1 минутку, даже 40 секунд будет достаточно. Посмотрите, какой красавчик. Выкладываю на доску или на решетку, чтобы остыл. Мягенький. Ну а я продолжаю. Хороший половник теста и сюда. Когда сковорода горячая, тесто распределяется проще простого. Снова на огонь и сухой крышкой. Все. Хозяюшка, сейчас покажу, почему я так люблю эти коржи. Потому что они получаются пористые, прямо как бисквитные. И в то же время влажные. Вообще шикарный рецепт. Конечно же, его можно испечь и в духовке. Смотрим, что у нас здесь. Оп. Ты какой красивый, а? Да, лопаткой прохожусь. О! У меня хорошее покрытие, друзья. Я довольна этой сковородой. Я в ней пеку и хлеб. Ой, горячо. Снова накрываю крышкой на 30-40 секунд. Коржам даю хорошо остыть, а я займусь кремом. Проще простого, зато вкусно. Всего 2 ингредиента. Сметана, которую я заранее выложила на марлечку и отцедила от сыворотки. Посмотрите, сколько водички стекло. Видно, Сереж? Все. Сметану отправляю в миску. Здесь у меня 400 граммов. Добавляю банку вареного сгущенного молока сюда. И просто все перемешиваю миксером. Все, крем готов. Снимаю пробу, друзья. Вкусно, приятная легкая кислинка, он в меру сладкий. О,
Я торт буду собирать на доске. Мне понадобится пергаментная бумага. Немного крема, чтобы коржик хорошо пристал. Корж, кольцо. Крем визуально делю на 3 части. И смазываю коржики. Немножко не буду доходить до краев. Сейчас покажу почему. Сверху придавим. Конечно. И оно все красивенько ляжет. Сверху выкладываю следующий корж. Немножко прижимаю. И крем. Буквально 1-2 столовые ложки я крема оставлю для украшения. А я думал, чтоб я съел. Нет, Сережка, для украшения. Попробуйте только с Никитой тронуть. Тогда прячь. Вот так и всегда в нашей семье. Вкусняшки нужно прятать. И заключительный корж. Какой красивый, да? А высокий какой торт получился. Конечно, он всегда получается высоким. И тяжелый, примерно весом 2 килограмма. Поэтому хватит и на большую компанию. И займемся глазурью. Для этого в мисочку вливаю 1-2 столовые ложки молока. А вот так вот. Сюда же граммов 30 сливочного масла. Ставлю в микроволновку, чтобы нагреть до горячего-горячего состояния. Это можно сделать и на газовой плите, и на водяной бане, кому как удобно. Мне так проще. Я думаю, за 2 минутки все хорошо нагреется. Горячо как? Чтобы аж так порвало. Достаю пол-плитки шоколада, который я спрятала. Ломаю на кусочки и выкладываю в горячее молоко с маслом. Кстати, Сережка, 2 минут было очень много. Микроволновку придется мыть. И хорошо перемешиваю. Аня, и что, это вся глазурь? Да, 1 минута в микроволновке, пару движений ложкой и глазурь готова. Посмотрите, какая блестящая и красивая. Опа! Видно? Есть какие-то кусочки, я думаю, это орешки. Даю немножко остыть, потому что горячо. Заливаем торт сверху глазурью. Это мой самый любимый процесс. Посмотрите, какая красота. Даже курки меня подпевают. Вот теперь по красоте, друзья. Сверху накрываю тарелкой или пищевой пленкой. И в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался и стабилизировался. Все. Ням-ням. Ну, а мы наконец-то обедать. Да, у нас сегодня картофельное пюре Сережкиного производства, а моего производства ребрышки в соусе терияки. Посмотрите, какие красавцы. Вообще шикарно. Все. И ко всей этой вкусноте будут огурцы по рецепту Васильича. Хрустят, как снег на 20-градусном морозе. Во. Водичка закипела. Заливаем чаек. А пока он заварится, мы украсим торт. Ну что ты здесь? Вкуснятина. Торт я буду украшать печеньем. Конечно же, можно было и оставить какой-то корж, но не подумала. Выкладываю печенье в измельчитель и измельчаю. Готово. Оп, вот такая красивая крошечка получилась. Интересно, застыла карамелька, да? Достаем торт аккуратненько. Та-да-да-да-та-да. Опа! Ух ты, Класс! Хорошо, что я оставила крем. Берем и замазываем бока. Ты смотри, как все четко. Угадала, как, а? Как большая печенька, вот смотри. Да. Беру крошку. Сначала делаю вот такие вот по кругу бортики. Тут уже, конечно, полет фантазии. Бока прилепляем. И последний штрих от художника, друзья. Сейчас снова скажете: Аня, ну сколько можно? А сколько есть, друзья, столько и будет. По краешку. Вот так вот. Как весенние цветочки прямо. Угу. Просто, быстро, хаотично. Я думаю, друзья, здесь больше ничего не нужно.
ставьте лайки за такую простую и, поверьте, это очень вкусный тортик. Лаки. Все посносил уже, пока мы здесь заняты. Берем тортик аккуратненько, переставляем на красивое блюдо и одним движением руки убираем пергамент. Оп. И вот так вот наливаем чай. Травяной, ароматный, вкусный. И можно пробовать торт. Готовы? Та-дам! Ой, мне жалко его резать, такой красивый. Ну а есть что мы будем. Ты улови, как он мягенько идет. Как по маслу. Это при том, что он еще не сильно стабилизировался, друзья. Прошло всего лишь 2,5 часа. Готовы увидеть эту красоту? Конечно же, друзья, в идеале дать тортику настояться хотя бы ночь в холодильнике. Ну, чтобы он был более плотнее. Но у нас нет терпения. Я уже хочу, потому что знаю, что это вкусно. Он просто растаял во рту. Во. Торт получается в меру сладкий. Коржи влажные, пористые. Они совершенно не похожи ни на какие оладушки, ни на что другое, кроме как на бисквит. Воздушный пушистый бисквит. Все вместе это просто пальчики оближешь. Готовится очень быстро, просто. Продукты все доступные. Я думаю, вам понравится. Главное ваше желание. Да, я в этом уверена, что вам понравится. Быстро, просто и вкусно. Такой сочный. Во. Ну попробуем твой тортик. Ой, прям мягкий-мягкий. Вообще класс. Ставьте лайки, друзья. Вкусно. Да. Девочки и женщины, от всей души хочу поздравить вас с наступающим 8 марта, пожелать счастья, любви, благополучия и чтобы в жизни все ваши мечты осуществлялись. Мирного неба, счастливой жизни. Благодарю. До встречи. Ну а я чаек и торт буду пить. Да. Ой, утром он будет вообще бесподобный. До утра он может и не остаться. Не, ну такой большой мы точно не съедим. Хотя уже треть нету. Он реально вкусный. А ты на меня только что Анька сказал. Просто все пишут, я на тебя говорю, Сережка, а ты на меня почему Анька не говоришь? Говорит. Анька, он реально вкусный. Ну, видишь? Тебе лайк. Благодарю. Рада, что тебе понравилось. Все, девочки, красавицы, пеките, радуйте своих близких. А я буду наминать. Угу. Сейчас еще один едок придет. И тортик до утра не Ну, в доживет. наушниках они слышат, мы его съедим. И тортик до утра не доживет.